Племя Гурона было полностью уничтожено из-за колонизаторов, а племя Апачи не только пережило геноцид со стороны американцев, но и даже наводило на них страх. Сегодня вы узнаете, какие племена индейцев сохранились в наше время, как в современных Соединенных Штатах Америки ущемляют людей из-за их принадлежности к определенным нациям, а также из-за чего некоторые представители коренного населения не смогли пережить колонизаторов и американцев. Приятного просмотра! Коренными жителями Северной и Южной Америки считаются индейцы. Схожесть названия этого народа с жителями Индии появилась неспроста, а по одной простой причине. Христофор Колумб, человек, который открыл Америку, был уверен, что он прибыл не на новый материк, а в Индию. Встретив местных, он и подумать не мог, что это совершенно другой народ. Их образ жизни и обычаи были схожи с тем, что происходит в Индии. Из-за этого он их так и называл. А чтобы не путаться в будущем, когда все поняли, что Колумб ошибся, местные племена и назвали индейцами. Считается, что до открытия Америки материковую и островную части населяли викинги. В подтверждение этому в Канаде находились различные признаки присутствия этого народа. Конечно, на 100% быть уверенным в этой теории нельзя, так как достоверной информации мы никогда не получим, но она стала одной из самых популярных. А о том, как жил народ Северной и Южной Америки до начала колонизации, вы узнаете далее. По различным данным, на материке до прихода европейцев проживало от нескольких миллионов до десятков миллионов человек коренного населения. Существующие племена были слабо развиты, а их количество было достаточно большим. Главное отличие между общностями было в языке, на котором говорили местные жители, и в традициях. Эти различия выражались в том, как одеваются местные жители, какие обычаи они соблюдают и насколько они дружелюбны. Какие-то племена постоянно кочевали, а какие-то вели оседлый образ жизни. Это и определяло то, чем занимаются жители. Например, у оседлых племен было сильно развито земледелие, скотоводство, а вечно кочующие аборигены были отличными охотниками и собирателями. Помимо этого, было и различие в устройстве общества. Где-то царил матриархат, где-то патриархат, а в самых прогрессивных племенах происходил переход к классовому обществу. Политика в племенах была устроена по принципу единого консенсуса. В решении важных вопросов принимали участие почти все жители, и все их голоса обязательно учитывались. Для достижения цели использовались дебаты, посредством которых и выявлялось наиболее подходящее политическое решение. Религия у индейцев была анималистической, то есть они верили в наличие разных духов, а также души. Другими словами, индейцы одушевляли весь мир вокруг себя. Медицина в племенах была очень слабо развита. Индейцы практиковали траволечение. Возможно, с учетом их иммунитета и тех болезней, которые были на их материке до колонизации, этого было достаточно, но принесенные болезни из Европы погубили очень много аборигенов. До открытия Америки местные племена жили спокойной и безмятежной жизнью. Конфликты, которые случались между общинами, никогда не приводили ни к тяжелым войнам, ни к геноциду населения. Однако цивилизованное общество почти полностью уничтожило местные племена. О том, как это происходило, вы узнаете дальше. В 1492 году Христофор Колумб открыл американские острова. Мореплаватель был уверен, что прибыл в Индию. Всего Колумб провел 4 экспедиции. Из них он всегда привозил несколько индейцев, новые растения, золото, перья, птиц. Исследователь работал в интересах Испании, страны, в которой он живет. Правда, от этих путешествий казна не особо-то пополнялась. Ситуация Колумба усугубилась в 1498 году, когда другой исследователь, Васко да Гама, открыл настоящий морской путь в Индию и назвал Христофора Колумба мошенником. В итоге в 1500 году Колумба арестовали прямо на открытых им островах и отправили в Испанию. Уже на своей родине за него замолвили слово богатые люди, которые попросили королеву отпустить исследователя. Это помогло Колумбу уйти из-под ареста. С 1502 года началось активное заселение Антильских островов. Естественно, местному населению не особо понравились новые соседи, которые начали подчинять себе коренное население. Начали возникать локальные конфликты, которые нередко приводили к кровопролитным войнам. Именно с Антильских островов началась дальнейшая экспансия материковой Америки и все те ужасы, которые творились там.
Неспокойная жизнь индейцев началась почти сразу после того, как Колумб открыл Америку. Из своих первых путешествий он уже привозил людей в качестве рабов. А после того, как на Антилийские острова начали прибывать и другие колонисты, дела у местного населения пошли еще хуже. Развитое общество Европы никогда не считало аборигенов за людей. Африканские колонии строились на рабском труде и ужасном отношении к местному населению. Это происходило и с американскими индейцами. Уже с 1502 года, спустя 10 лет после открытия, началось очень активное заселение островов рядом с материком. Стоит ли говорить, что из-за конфликтов погибло много аборигенов? На островах Гаити за первые годы колонизации уничтожили около 15 тысяч людей коренного населения, а к концу 16 века их и вовсе почти полностью истребили. Чтобы восполнить количество рабов, на Гаити стали свозить индейцев с других островов. Об ужасах, которые происходили на самом деле, стоит только гадать. Только по официальной информации, в 1539 году Франсиско де Чавес сравнял с землей королевство Каура-Канчукас и убил там 600 детей. Это стало самым массовым убийством детей в истории. Индейцы старались хоть как-то отбиваться от колонизаторов. Правда, из-за этого возникали все более и более страшные конфликты. В 1598 году в ответ на убийство 11 испанских солдат была проведена карательная экспедиция. В результате нее было уничтожено около 800 индейцев, а всем мужчинам старше 25 лет отрубили по одной ноге. Испанцы придумали и ужасные игры. Они спорили между собой, сможет ли человек разрубить тело аборигена вдоль с одного удара саблей. Трупы после этих ужасных игр просто скармливали собакам. В 1637 году английские колонисты атаковали деревню одного племени. По разным данным, в тот день заживо сожгли около 600 или 700 человек. Но и на таких ужасах никто не останавливался. Правда, не только из-за убийств сократилось местное население. Помимо карательных операций и геноцида, еще одной проблемой для местного населения стали болезни, которые привозили с собой колонизаторы. Например, чума, грипп и оспа. Если в Европе уже каждый переболел тем или иным заболеванием и переносит их легко и просто, то местное население Америки могли ни разу и не слышать о некоторых болезнях. Их иммунитет был и вовсе не готов к новым болячкам, из-за чего аборигены массово умирали от самых простых болезней, которые в развитых странах часто даже не замечают. Все эти ужасы только усиливались, особенно с образованием Соединенных Штатов Америки. Геноцид индейцев начался еще во времена провозглашения независимости США. Тогда нередко случались столкновения между поселенцами и аборигенами. В 1825 году был принят ужасный закон. По нему претендовать на владение землями могли только колонизаторы, а местное население не имело на это права. Единственное, что они могли, так это просто проживать на этой территории. Естественно, индейцам такое не понравилось, ведь все, что нажито непосильным трудом, могли запросто отнять. Тогда начались достаточно частые конфликты между местным населением и колонизаторами. Стычки происходили почти каждый день, но шансов на защиту и победу у индейцев почти не было. Технологический прогресс колонизаторов был на несколько голов выше, чем у аборигенов. Если индейцы использовали луки и холодное оружие, армия США вовсю использовала ружья и пушки. Помимо военных действий между индейцами и армией США часто случались и разные ужасные происшествия. В 1860 году у побережья Калифорнии несколько землевладельцев и бизнесменов устроило резню аборигенов. Они убивали женщин и стариков. По разным данным, в тот день погибло от 60 до 200 человек. Орудовали убийцы топорами и ножами. Колонизаторы зачастую забирали наиболее полезные для них территории. Например, вдоль реки Амазонка располагалось много полезных ископаемых, которые и были им нужны. Естественно, индейцы, которые жили на этих территориях, были против своих новых соседей, которые, к тому же, не особо хорошо к ним относились. А в 1850 году был принят закон об управлении и защите индейцев. Исходя из данного акта, на законодательном уровне было закреплено неравенство аборигенов и жителей США. Но и в нем есть некие плюсы. Например, юридически закреплялась некая защита местных жителей, а также им позволялось проживать на частных землях. Правительство старалось подавить враждебно настроенных индейцев и выделяло большие деньги на создание специализированных отрядов полиции. В теории, все это должно было решить конфликты между индейцами и жителями США, но на деле количество отрядов повстанцев только возросло.
Спустя года ущемления и геноцида индейские племена смогли начать жить совместно с новым государством. Однако им пришлось ассимилироваться, то есть они потеряли часть своих устоев, традиций и свыклись с новым образом жизни в продвинутом обществе. Стоит также отметить, что некоторые племена и вовсе уничтожили из-за того, что они не стали менять свои устои под новый мир, а противостояли ему. В современном обществе индейцы уже не живут в деревнях и не используют луки и стрелы. Они смогли начать новую жизнь в современном обществе. Многие пользуются смартфонами, у кого-то есть автомобили, дома, банковские счета. В общем, живут как обычные люди. Правда, есть одно «но». Притеснение в сторону коренного населения никуда не делось. По статистике, каждый четвертый индеец нищий, так как только 36% мужчин берут на работу на полную ставку. Доля безработных находится на уровне 80%, а 76% из тех, кому посчастливилось устроиться на работу, получают самые минимальные выплаты. Индийских женщин насилуют в 3,5 раза чаще, чем других американок. При этом большинство преступлений совершают представители других рас. Одна коренная жительница в интервью рассказала, что однажды к ней подошел мужчина и сказал, что если бы он встретил ее 40 лет назад, то тут же изнасиловал бы и не получил бы никаких наказаний. Индейцев ущемляют и в их традициях и праздниках. Многие из коренных жителей попадают в конфликты из-за мероприятий, в которых они участвуют, или одежде, показывающей принадлежность к определенной расе. К сожалению, решить все эти конфликты не удается до сих пор. Но, к счастью, существуют неправительственные организации, которые защищают права индейцев. Правда, со стороны правительства не наблюдается таких подвижек, а полицейские и вовсе арестовывают коренных жителей Америки чаще остальных. За некоторыми племенами даже не признается их статус коренных жителей. Все это поражает, так как не верится, что это может происходить в современном обществе. Для сохранения культуры и представителей коренного населения были созданы специальные резервации. Это такая территория, которая отведена специально для проживания индейцев. Многие такие места были образованы в результате договоренности местных жителей с правительством США. Однако не все они появились благодаря договорам, и не все были созданы на исторических местах обитания племен. Предпринимаются попытки не только создать отдельную безопасную зону для коренного населения, но и поддерживать их культуру и в какой-то мере развивать ее. Как мы уже рассказывали, есть специальные организации, которые поддерживают индейцев и помогают им справиться с ущемлением. Они не только помогают коренному населению отстаивать свои права, но и создают условия, чтобы культура индейцев развивалась. Проводятся специальные праздники, на которых показываются обычаи в одежде и быте. Они направлены на приобщение американцев к культуре других народов и сохранение индивидуальности индейцев. Но, к сожалению, подобное не особо помогает справиться с ущемлением коренного населения. А дальше вы узнаете, какие племена индейцев были полностью уничтожены, а какие смогли уцелеть. К сожалению, многие коренные народы Северной и Южной Америки сильно пострадали из-за колонизаторов, а в дальнейшем и новых жителей материков. Например, племя Шайены. Этот народ дважды заключал с правительством США договоры о дружеских и торговых отношениях. Правда, американцы не особо-то и старались соблюдать все эти правила. И в результате постоянных притеснений, а в частности нападения на мирную деревню, племя встало на тропу войны с обидчиками. Естественно, силы в этой войне были далеко не равны. Хоть племя Шайены получила поддержку в лице других племен, таких как Арапахо, Кайова и других менее известных общин, они не смогли выстоять против прогрессивной армии США. Правда, они все-таки заслужили славу яростных и храбрых бойцов. Но это не спасло племя Шайены от почти полного истребления. На сегодня представителей этого коренного населения осталось меньше 2000 человек. Помните, мы рассказывали о еще одной проблеме, которую встретили индейцы, когда пришли колонизаторы? Все верно. Это занесенные болезни из Европы. Миролюбивое племя Гурона конкурировало с другими племенами за лидерство в торговле мехом, из-за чего часто случались конфликты между ними и другими племенами. Этот народ предпочитал вегетарианство. Их рацион преимущественно состоял из бобов и маиса, и только по праздникам они могли позволить себе съесть мясо. Правда, и тут они отличились, так как они не употребляли в пищу классическую говядину или свинину. Гуроны предпочитали ритуально приготовленную собаку. К сожалению, до нашего времени ни один из представителей этого племени не дожил. Причина простая. Миссионерская деятельность французов принесла в дома коренного населения страшное заболевание – чуму.
Пережить ее организм, который никогда не видел подобных болезней, никак не мог, так как иммунитет вообще не приспособлен к заболеваниям, принесенным из других материков. Немного удивительно, но более воинственное племя апаче смогло пережить геноцид индейцев. Этот народ нередко совершал набеги на колонизаторов из разных стран. Да и с теми, кто уже поселился на их земле, а именно американцами и мексиканцами, часто случались конфликты. Апачи были настолько воинственны, что они не оставляли в покое даже другие племена. Многие отмечали их талант к партизанской войне. Они часто совершали неожиданные набеги и также резко и неожиданно сбегали с поля боя. Из этого племени происходит много известных военных вождей, которые наводили ужас на своих противников. Ими стали такие люди, как Колорадо, Хочес, Викторию, Юх. Но самым известным был Джеронимо, который вел войну против американцев уже после того, как индейцев с Великих Равнин загнали в резервации. В наше время представители этого племени насчитывают около 100 тысяч человек. Иракезы получили свое название далеко не от прически. В переводе с языка племени это слово означает «гадюки». Собственно, эти люди полностью оправдывали такое название. Племя иракезов стало самым развитым в Новом Свете, когда туда прибыли первые колонисты. Они занимались земледелием, осваивали разные ремесла, а также не особо сильно конфликтовали со своими соседями. И еще один интересный факт. В семье главными были женщины, то есть в племени в какой-то степени был матриархат. Но не всегда этот народ был мирным. В борьбе за лидерство, в добыче меха они нередко пытали своих противников, при этом достаточно жестоко. Чаще всего иракезы конфликтовали с гуронами. Этот народ смог пережить геноцид индейцев, побороть разные болезни и дожить до наших дней. Численность иракезов сейчас составляет больше 100 тысяч человек, что делает их одними из самых многочисленных существующих в наше время индейских племен. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр, до встречи в следующих видео и пока!